Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и красивого свекольного рулета с нежной начинкой, с плавленным сыром и крабовыми палочками. Этот закусочный рулет готовится очень просто и из самых доступных продуктов, и он станет настоящим украшением праздничного стола. Для приготовления теста мне понадобится разделю белки и желтки у 3 крупных яиц. Белки отправляю в чистую сухую миску, а желтки выкладываю в чашу блендера. Разрежу на кусочки отварную свеклу, чтобы ее было легче измельчать. Добавляю в чашу блендера. Добавляю сметану. Я использую жирную сметану, можно использовать сметану любой жирности или заменить ее кефиром. Хорошо все измельчаю до однородности. Переливаю свекольную массу в миску. Просеиваю муку и разрыхлитель. Перемешиваю. И пока отставляю в сторону. В белки добавляю пол чайной ложки соли. Белки обязательно надо хорошо взбить, чтобы бисквит получился пышным. Аккуратно соединяю обе массы. Сейчас эту массу добавляю в оставшиеся белки, чтобы удобнее было перемешивать в большой миске. Тесто получается невероятно воздушное, пышное. Выливаю его на подготовленный противень, который я застелила пергаментной бумагой. Используйте бумагу хорошего качества, чтобы не прилипло тесто. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, тогда смажьте ее небольшим количеством растительного масла без запаха. Разравниваю тесто лопаткой. У меня получился пласт теста примерно размером 28 на 38 сантиметров. Сразу же его отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Бисквит готов, перетаскиваю его на решетку и оставляю остывать. Не передерживайте его в духовке, чтобы он был нежный, мягкий и также сохранил свой красивый яркий цвет. В качестве начинки я буду использовать перекладываю в миску сливочный плавленый сыр. Можно использовать и другой творожный либо сливочный сыр. Мелко порежу крабовые палочки. 8 палочек я отложила, чтобы положить их целыми в рулет. Перекладываю крабовые палочки в миску. Мелко порежу небольшой пучок укропа. Также добавляю его в миску. Добавляю 2 чайные ложки дижонской горчицы в зернах и натру на мелкой терке 2 крупных зубчика чеснока. Конечно, чеснок добавляйте по своему вкусу. Также по вкусу добавляю немного соли и черный перец. Хорошо все перемешиваю. Получилась вот такая очень вкусная пикантная намазка. Бисквит у меня уже остыл. Он очень легко отделяется от пергаментной бумаги. Сверху на него я выкладываю начинку и распределяю ровным слоем. Также выкладываю ряд крабовых палочек и еще один чуть дальше. Все скручиваю в плотный рулет, помогая себе пергаментной бумагой. Вот такой получился красивый свекольный рулет. Аккуратно заворачиваю его в пищевую пленку. И сейчас мой рулет я отправлю в холодильник, для того, чтобы начинка стабилизировалась и рулет хорошо пропитался и держал форму. Для этого понадобится примерно 3-4 часа. А лучше всего, если вы этот рулет оставите в холодильнике на ночь. Рулет стоял у меня в холодильнике всю ночь. Достаю его из пленки и нарезаю на порционные кусочки.
Рулет получился очень красивый и яркий. Нежный свекольный бисквит в сочетании с оригинальной начинкой с крабовыми палочками. Это очень вкусно. Рекомендую его приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!